Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. Сегодня я вам расскажу про самые долгожданные, лично мной, про самые долгожданные новиночки. Давайте начну с моего любимейшего бренда. Хотя сейчас вспомнила, что их два. Но давайте, я думаю, что этот бренд любят вообще практически все. Он просто, мне кажется, самый популярный в мире. Это, конечно, Шанель. Шанель, новая версия Шанс Splendid. Переводится как великолепие или великолепное, великолепный, роскошный. Начну с того, что мне понравилось. Я вообще небольшой фанат линейки шансов у Шанель, хотя большой фанат этого бренда. И мне всегда нравилась у всех шансов вот эта вот круглая форма, вот этот их флакон всегда нравился. И вот эта рекламная кампания, какая-то в нем такая легкость, такая женственность, непосредственность, это очень меня всегда привлекало. Но сами ароматы, мне в них, мне в них немножечко вот как будто бы некомфортно. Они для меня слишком фужеристые, да, я вот слышу их очень свежими, и на мне они как-то слишком громко, ярко, очень-очень звонко, и поэтому я не очень могла их носить. А вот эта версия, она мне понравилась, как она открылась. Там, знаете, читается почерк, во-первых, самого дома Шанель, во-вторых, именно всех шансов. Есть вот это в нем какая-то свежесть, цитрусовость, древесность немножечко, цветочность, конечно же. Но здесь добавляются ягоды, причем они довольно абстрактные. Немножечко я чувствовала пудровость, ну вот прям в самом начале, холодную. А потом прям вот я узнавала вот в этом шлейфе Шанель Шанс, но с ягодами абстрактными, как я уже сказала, и немножечко как будто бы есть в этих ягодах что-то такое конфетное, но конфеты какие-нибудь ягодные леденцы есть. То есть это не про конкретно, да, какую-то ягоду такую свежую, спелую, нет, а именно оттенок появился. Но знаете что? Как-то я раньше вообще, наверное, не обращала, не даже не рассматривала к покупке шанс, и поэтому меня не поражала цена, а тут меня прям поразила цена. Да, это очень приятный аромат. Да, он такой очень свежий, летний, да. Наверное, фанатам шансов прям должно зайти что-то вроде и шанс, и новое. Но меня как-то прям так поразила цена. И я, по крайней мере, нашла только 50-100 миллилитров. Еще больше, по-моему, 150 там есть. А тридцатки не нашла. То есть вот я бы взяла тридцаточку, даже бы я вообще взяла, наверное, десяточку поносить, попробовать, понять, как я и шанс вообще живут вместе. Но брать флакон, я не скажу, что меня прям чем-то разочаровал этот выпуск шанса, но я не могу сказать, что он меня прям вот настолько увлек, как, допустим, фланкер Лавиабель эликсир, вот последний, да, я вообще была равнодушна к Лавиабель, а этот фланкер просто меня, ну, настолько он покорил, это моя первая Лавиабель, но он прям сильно выделяется из всей линейки Лавиабель. Здесь такого не произошло, не произошло. Ну, посмотрим. Ну, я сильно сомневаюсь, да, что когда-нибудь я вот возьму зачем-то и вернусь. Но мне очень нравится флакон, особенно вот этот цвет его такой сиреневый, ну прям вообще. Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я выкладываю туда истории про котиков, выкладываю какие-то откровения про жизнь в Испании, конечно же, и про парфюмерию. И мой промокод в рандеву 10 Victory, он дает скидку на все 10%, суммируется с акциями и скидками, которые уже есть на сайте. И там, кстати, появляются новинки очень часто, поэтому отслеживайте, они появляются раньше, чем в других магазинах, чем в оффлайн, по-моему, какие-то даже так и не доезжают, а там они есть. Нарцисса Родригес, Фохё, Intense, версия Intense. И, друзья мои, вот это прям разочарование. Это прям вообще я фанат
вообще фохё линейки, да, у меня есть их юбилейный выпуск, у меня есть черненький флакон, собираюсь розовый купить кирпичик. Но это прям вот вообще мимо. Вообще последние выпуски какие-то у Нарцисса Родригеса мимо меня. Это вообще для меня не Нарцисса Родригес. Я не узнаю тут ни почерк, ни мускус. Знаете, что тут случилось? Вот тут вначале такое что-то фруктово-персиковое, да, такое довольно люксовое. Кто-то даже говорит масс-маркет. Ну, такой люкс, да, люкс, но недорогой какой-то люкс. Не из эшелона, да, Диор, Шанель, Герлен и даже Нарцисс Родригес. Да простит меня Нарцисс Родригес. Вот, у всех бывают плохие, да, такие времена, периоды сложные. И, может быть, кстати, да, дом сейчас пытается найти что-то новое, и вот поэтому такое происходит. Ну, в общем, и вот, значит, это вот персиковое что-то такое люксовое, кому-то масс-маркетовское проходит, и появляется совершенно неожиданно что-то из разряда то, что есть, знаете, в Делине. В Делине есть что-то такое минеральное, да. И я не знаю, что это. Какая-то нота из заявленных такое выдает, но это что-то вот модное такое, то, что сейчас очень модно. Не знаю, друзья, слышите вы или нет, у меня кот ломится. Вот, но здесь у нас тихо. И они сегодня как-то не находят общий язык, поэтому их пришлось разделить. Так вот, значит, вот это вот появляется что-то такое минеральное. Ну, в общем-то, и все. Причем минеральное меня не очень даже тревожит. Я вообще не люблю это, да, очень, когда это громко, я с этим осторожничаю. Здесь даже вот нет такого, чтобы я осторожничала. Просто для меня это вообще что-то непонятное. Оно меня не впечатлило. Оно бы меня не впечатлило, если бы оно появилось и не у Нарцисса Родригес. Но вот так как оно у него появилось, меня это просто разочаровало. Я прям ждала. Мне очень нравился этот флакон. Я ждала, что это будет что-то реально вот вроде фохё, но с чем-нибудь новым. Но нет. И поэтому, если вы фанат фохё и Нарцисса Родригес, и ждете этот выпуск, в общем, друзья, можете не ждать, если честно. Ну, вообще ничего не потеряете. Так, давайте дальше. Дальше Джульет Хесеган «Майами Шейк». И вы знаете, я вообще ничего хорошего от этого аромата не ждала, потому что здесь у нас клубника, потом, значит, у нас мороженое, и потом, по-моему, ваниль там заявлено. Но это неправда, потому что тут точно есть амброксан, и я ожидала чего-то, ну, вообще такого вот опять же, да, как будто какой-то абстрактный, какой-то люксовый такой собирательный аромат или какой-нибудь вот вообще типа масс-маркета из-за вот этой простецкой пирамиды. Я ничего особенного и не ждала. Но, друзья мои, если кто-то хочет аромат, вот прям с таким натуральным, аромат с натуральным ароматом, в общем, если кто-то хочет парфюм с натуральным ароматом милкшейк, господи, молочного коктейля с клубникой, такого ванильного, то это вот оно. Я прямо шла, он, кстати, так шлейфил, он такой диффузный. Я шла, на мне много было чего уже нанесено везде. И вот у меня этот аромат шлейфил громче всех. Просто я вот была в облаке этого молочного коктейля клубничного. Он очень позитивный, он очень радостный, он с таким летним настроением. Не знаю, насколько его можно будет носить летом, он достаточно сладкий. Но он прям такой игривый, кокетливый. Мне кажется, что такие вот ароматы, они часто получают комплименты, нравятся большинству людей. Он простой, понятный, но все равно чувствуется, что это нишевый аромат, да, потому что вот такое натуральное звучание этого коктейля. Все-таки что люкс, что масс-маркет, они обычно делают как-то это, ну, что ты чувствуешь в нем, что-то синтетическое, химозное. Вот здесь, ну, насколько вообще, да, молочные коктейли пахнут натурально, потому что они сами пахнут, ну, такой себе там сироп, да, добавляется, поэтому они все равно с какими-то усилителями вкуса, запаха. Поэтому насколько возможно это звучит, да?
И в конце тут такой появляется приятный сливочный оттенок сандала. Он, опять же, по-моему, он не заявлен. По крайней мере, на фрагрантике. По крайней мере, на фрагрантике он точно не заявлен. Но вот я чувствую. Часто, кстати, фрагрантика и официальный сайт Juliette Hessegan расходятся по нотам. Поэтому, может быть, он тут и заявлен. Ну вот, ну, кстати, у него приятная очень база, очень приятная, что его отличает, опять же, от масс-маркета и какого-то не очень дорогого люкса, что там такие вот гурманские ароматы, такие простые, да, про коктейль молочный, выдают какую-то базу не очень приятную, а здесь прям классно. Даже мне база нравится больше, чем весь аромат, но потому что у меня сейчас такое настроение. Я шла, чувствовала вокруг себя этот шлейф, думаю, ну красиво, я понимаю, что красиво. Но мне нравятся сейчас ароматы такие, знаете, допустим, Унуэ от Жерабом, я рассказывала в предыдущем видео, вот вообще непонятно, что это такое. Пирамиду смотришь, она ни о чем не говорит. Там вроде и белоцветочный, но не явно, так абстрактно бело. Максим, Макс, у меня кот опять начинает. Сейчас, вот знаешь что? Вот раз ты сам пришел тут, пойдем посидим. Давайте, вот смотрите, какой у нас котя. Так, друзья, у меня тут микрофон. Какой у нас котя красивый. Какой красивый котя к нам пришел. Спасибо, что к нам пришел. Посиди у нас, посиди. Помните, маленькие, кто меня смотрел, они прям могли долго сидеть, успокаивались на руках. Ну, сейчас не очень. Так вот, смотрите, значит, и мне нравятся именно такие сложные ароматы, когда вроде и белые цветы, но вроде и не белые цветы, а что-то там такое абстрактно кремовое появляется, что-нибудь, в общем, сложное, абстрактное, непонятное, и чтобы было понятно, непонятно, абстрактное, сложное, и что, вы знаете, вот очевидно, это парфюм, очевидно, потому что здесь прям правда ты как будто идешь с коктейлем, да, и поэтому этот аромат с тобой рядом. А мне нравится, чтобы было очевидно, что это парфюм вот такой сложный, вот с таким вот шлейфом, да, каким-то манящим, притягательным, чтобы его разгадывать, чтобы сразу было даже не ясно, что это такое, цветы, дерево, чтобы даже парфманьяки не могли сразу сказать, вот чем это пахнет. Вот такое мне сейчас нравится, такое я ищу, да. Даже моя любимая таитянская ваниль, вроде бы, да, ваниль, но нет, там же вроде бы и цветок, и ваниль, и непонятно, что ли цветок или ваниль. Еще немножечко вверху есть такая индольность, да, некоторые чувствуют. Я все-таки чувствую это натуральным цветочным ароматом. Сложно. Вообще я сейчас не туда ушла. Ладно, давайте вернемся. Что еще? Серж Лютанс. Серж Лютанс выпустил новый аромат. Перевод «Пронзительный ветер». Здесь будет название на французском. И вы знаете, правда, пронзительный ветер. Все, чуть-чуть, я тебе обещаю. Прям вообще чуть-чуть. Значит, пронзительный ветер. Пронзительный ветер. И правда, фокус уходит на Макс. И правда, он понравился тебе? Он передает настроение этого аромата. На фрагрантике написано всего 2 ноты – шалфей и мускус. Но аромат намного сложнее, как это и должно быть, конечно, у Серж Лютанс. Здесь чувствуется, с одной стороны, да, такой чистый мускус, какой-то он даже такой, как свежее выстиранное, не знаю, постельное белье или какой-нибудь гель для душа дорогой, молочко для тела дорогое. Ну, что-то есть в нем такое косметическое, свежее, то, что называется аромат чистоты, но потом открывается на коже или со временем, да, подходит к базе. Я тут еще чувствую, появляется как будто бы нотки ладана. Это совершенно неожиданно. И вот эти вот такая шалфей верхний, он уходит, и ощущение вот этого мускуса чистоты,
И вот этого как будто бы ладана. Не заявлено ничего здесь такого, но это ощущается. Стартует он прям очень свежо. Вот стартует он прям очень свежо. Вот просто аромат чистоты. Даже кажется, что это что-то совершенно простое. Почему Серж Лютанс это залил в свой флакон и вообще подписался этим. Но раскрывается он интересней. Намного. И неожиданней. Но в целом, не знаю, мне почему-то его не захотелось купить. У меня вообще такое отношение с этим домом парфюмерным, что мне часто что-то нравится, но до покупки я не дохожу. Я купила только пока он Буа Ваниль. Макс, вот вы представляете, вот всегда, когда я записываю видео, кот сходит с ума. В общем, что я говорила? Да, до покупки я не дохожу, только он Буа Ваниль купила. И, кстати, я тут чувствую почерк. Вот я сразу брызнула на блотер и прям сразу почувствовала руку мастера. Для меня во всех ароматах Серж Лютанс есть что-то объединяющее. Неважно, это аромат чистоты, это аромат очень пряный, специевый, это вот Вунбуа ваниль. Есть в нем, знаете, какая-то как будто влажная нота. Не могу описать. Вот по-другому не знаю, как ее описать. Как будто есть в аромате влага, есть в нем пар, да, высокая влажность, в общем, есть в этом аромате. Как будто вот ты, когда его на себя наносишь, даже если ты где-то в сухом климате находишься, появится ощущение, ну, у меня появляется ощущение, что есть влажность в этом помещении, вот в этом климате, где ты сейчас. А у нас здесь и так этой влажности хоть ложкой ешь, поэтому мне не надо, может быть. И последний аромат, про который хочу рассказать, Задик Вольтер, он называется Задик. Это вот такой флакон с крылышками. С крылышками. Я, когда его первый раз увидела, Макс, слышите вот это вот? Это он, я сейчас вам покажу. Ну, давай, покажи нам, что ты делаешь, давай. Угу. Понятно, понятно, все поняли. А вон там, видите, вон там лежит совок. Это сегодня они с утра запрыгнули на стол и разбили стакан с таким дребезгом. Просто я думала, весь дом сейчас поднимется. Я думала, что кто-нибудь из них там уже в окно выпрыгнул, прям стекло разбил. Такой был грохот. Все, друзья, про последний аромат, да, мы сейчас вам расскажем и пойдем на балкон гулять. Так, что у нас? Задик Вольтер с крылышками, задик. В общем, была смешная история. Я, значит, прохожу мимо стенда Задик Вольтер, смотрю, какой-то странный флакон лежит. Смотрю, значит, его верчу в руках, парфманьяческая душа автоматически, конечно, снимает крышку, нюхает его. И такая, ну, что-то такое собирательное, люксовое. Кладу обратно туда же, думаю, ну вот бардак какой в магазине. Вот все время, как вот что тут вот никто не убирается. Меня там нет, я бы прибралась, в общем. Потом прихожу домой и узнаю из телеграмма Лены. Лена, если смотришь меня, приветики тебе. Напишу туда, напишу ник Лены. В общем, и оказывается, что это новый аромат от Задик Вольтер. Вот такой вот интересный флакон, но не очень интересный сам аромат. Он какой-то, правда, такой собирательный. И что-то там есть от самого Задик Вольтер, от This is Hyo, ну такое спокойное, на минималках. И что-то от других люксовых ароматов. Древесное, такое сливочно-сандаловое. Я не помню даже, какая тут пирамида. Ну, какой-то вот он такой абстрактный, скажем, да, ничего такого там, чтобы разложить на ноты, да, о чем-то конкретном этот аромат, нет, ничего такого нет. В общем, купить мне, конечно, его не захотелось, потому что аромат мне не очень интересен. Из-за флакона я бы не стала покупать. Ну, я вообще к
тому, чтобы взять флакон в мою, так сказать, семью флаконов, я отношусь очень серьезно. Мне их перевозить еще из квартиры в квартиру. Я точно знаю, что у меня будет еще переезд. Ладно, точно ничего нельзя знать. Давайте скажем, что я на, не знаю, 90% уверена, что переезд еще должен быть, и поэтому я очень щепетильна к появлению флаконов, мне его с собой таскать еще. Да Тимосенький мой. Вот, и поэтому не захотелось. Не захотелось, и я не знаю даже, я вам не могу рекомендовать, что прям найдите, попробуйте. Фокус, вернись. Как, например, с ароматом, с каким? И вот могу вам рекомендовать, если вы хотите молочный коктейль, обязательно попробовать Майами Шейк от Juliette Хесеган, да, но не думайте, что там что-то сложное такое, но достойно для молочного коктейля. Для поклонников Серж Лютанцы попробуйте, обязательно поносите. Дождитесь базы, не судите по первому старту, по первым нотам, точнее по старту аромата, он потом раскрывается. Так, все, Нарцисс Родригес нам не нужен. Это мимо, я считаю. Тех, кто любит Нарцисса Родригес, я думаю, вам не понравится. Шанель, Сплендид, обязательно попробуйте. Любители шансов. Я думаю, что вам может понравиться. И что еще у нас? Ну вот, в общем-то, и все. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Смотрите, кстати, какой большой кот. Вы заметили, какой у меня маленький, огромный маленький малышек. Все, сейчас пойдем гулять. Спасибо, что были с нами. Еще вот с нами. Ой, ну, поверьте мне, там тихо лежит. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я рассказываю там о парфюмерии, рассказываю какие-то откровенные вещи о жизни в Испании. Конечно, делюсь милотой котиков. И что еще? Ну, в общем-то, и все. И мы вот выбрали эту рубашку с девчонками. В Телеграме я показывала им, это рубашка из КОС, показывала им примерку. Вот мы выбрали такую классную рубашку. Она из льна. Смотрите, как красиво она на солнце, как будто бы даже она шелковая. Вот, друзья, подписывайтесь. Не забывайте про мой промокод в рандеву 10 Виктори. Спасибо, что были со мной. Всех целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Обязательно будьте счастливы. Всем пока-пока.